Всем привет! Вашему вниманию обзор такого маленького симпатичного коммутатора TP-Link T1500G 10PS. Что мы сразу видим? Коробочка обычная, китайская, яркая, красивая. На обратной стороне тут мы видим, что данный коммутатор не будет работать с сетями интернет, поэтому необходимо добавление еще какого-то определенного маршрутизатора. Ну, естественно, фирмы TP-Link. Итак, распаковочка. Запечатан так вот хорошо, надежно, весь в пластике. Комплектация нашего коммутатора. Что мы в нем видим? Декларация от компании, которая продала его. Гарантийный талон, лицензии, инструкция по инсталляции на нескольких языках, как обычно. Это опять какая-то непонятная штука. Диск. Если кто-то им еще пользуется, пожалуйста, повесьте на торпеду автомобиля. И еще одна инструкция. В общем, это все мы смело можем брать и выкидывать. Собственно, сам коммутатор. Коробочка явно не соответствует размерам коммутатора. Сам он такой вот маленький, красивый, металлический, что немаловажно, с креплениями на стену. Дальше. Блок питания. Блок питания у нас 220 вход, выход 48 вольт, 1,25 ампер. И шнур питания для блока питания. Обычный. Необычный, не компьютерный шнур, а немножко другой. И заглушки, если он будет стоять на столе. Собственно, сам коммутатор. Что мы в нем наблюдаем? Индикация 8 портов. Порты, как вы видите, с питанием PoE, что немаловажно для построения сетей видеонаблюдения и прочих сетей с активными устройствами. Здесь мощность нам производитель говорит до 53 Вт по 8 портам. Но не рискуйте, сильно так не нагружайте этот коммутатор. Здесь же мы видим индикация двух SFP портов, которые находятся здесь также. И разъем для питания, то есть 8 портов LAN, 2 порта для оптического модуля и разъем для питания. Здесь же есть, ну, это, наверное, для магазинов крепление для замков. И, собственно, его название и реквизиты. Штучка такая легенькая, удобная, но, возможно, будет бить током, так как металлическая. В качестве SFP портов TP-Link предлагает вот такой интересный оптический модуль TL-SM311LS, который нами в принципе проверен и довольно-таки неплохо работает с данным коммутатором. Естественно, аналоги его гораздо дороже. TP-Link все-таки, давайте поймем, что бюджетный вариант, поэтому смело берите, покупайте коммутатор и к нему SFP порт. Таким вот образом. Что касается эксплуатации данного устройства, сразу обратите внимание, устройство боится влагу, устройство боится пыль. У нас был печальный опыт, когда его поставили в якобы защищенный шкаф, но туда попала водичка и выгорели порты PoE. Поэтому рекомендуем его только для офиса, на столе или на стенке, или в хорошо закрытом шкафу, желательно с уровнем защиты IP66 или IP67. Ну, в принципе, больше по нему рассказывать нечего. Перейдем, собственно, к настройке нашего коммутатора через браузер. Как обычно, настраиваем в браузере Chrome. IP-адрес по умолчанию 192.168.0.1. Не перепутайте, когда будете настраивать IP-адрес вашего компьютера, чтобы у вас не стоял такой же шлюз. Может быть ошибка у вас из-за этого. Видим интерфейс нашего коммутатора.
заводского коммутатора логин, пароль, админ. Все серьезно. Естественно, мы советуем вам его поменять. И сразу видим вкладку «Статус портов». На данный момент я подключен своим ноутбуком к первому порту, о чем он мне и извещает. Что мы здесь видим? Сразу скажем, что в коммутаторе очень много настроек. Он, конечно, не такой сверх-айтишный, как Микротик, но помощнее и пофункциональнее Ubiquiti. Основная информация: настройки время, настройки перехода времени. Здесь мы можем поставить логин-пароль другого пользователя. Здесь есть такие стандартные утилиты для бэкапов системы, для обновления прошивки. Здесь же можно поставить какую-то настройку безопасности, если у вас серьезно с этим делом. Нас больше интересует вот эта настроечка. Здесь мы можем поставить настройки на каждый порт, выставить статус, скорость и тому подобное. Здесь мы видим настройки каждого порта. Чем хорош, а может и плохо данный коммутатор, мы не выставляем на нем напряжение POE 48 или 24 вольта, а система это делает, определяет сама все автоматически. Дальнейшее рассматривание этого интерфейса, мне кажется, вам ничего не даст. Он стандартный, как и на каждом коммутаторе. Вот. Тут есть и виртуальные порты, и Spanning Tree настройки, мультикаст, настройки POE, на котором вы все-таки можете поставить лимит мощности. То есть класс 1, 2 или 3. Можно построить мощность даже вручную. То есть от 0,1 Вт до 15 Вт на каждый порт. Но при этом не забывайте, что суммарная мощность данного устройства 53 Вт. То есть на каждый порт по 10 Вт мы поставить не сможем. Вот. В принципе, данный коммутатор недорогой, порядка стоимости 100 условных единиц. И поэтому может спокойно использоваться в какой-то офисе, в каком-нибудь, или на небольших объектах для видеонаблюдения, для системы сигнализации или прочих функций для использования активных IP-устройств. На этом все. Спасибо за внимание. Удачной работы с коммутатором TP-Link.